Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 3 апреля. Поговорим о народном празднике, уделим внимание церковному празднику в этот день 3 апреля, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 3 апреля. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую фразу, которая поможет вам в жизни сонастроиться с энергиями Вселенной и привлечь все те мыслимые и немыслимые блага в жизнь. Итак, друзья, в комментариях обязательно активируйте, пропишите следующую фразу. Сегодня я, ваше полное имя, привлекаю в свою жизнь радость, успех и благополучие. Моя жизнь наполняется светом и полна благословений. Истинно, да, будет так. Еще раз, сегодня я привлекаю в свою жизнь радость, успех и благополучие. Моя жизнь наполняется светом и полна благословений. Истинно, да, будет так. Не ленитесь, прописывайте это в комментариях. Это очень хорошо работает для вас и поможет вам сонастроиться и, возможно, решить даже ваши какие-то проблемы и вопросы, а также привлечь деньги в вашу жизнь. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. 3 апреля православная церковь отмечает память святителя Фомы. Это был патриарх Константинопольский и епископа Кирилла Катанского. Этот день имеет глубокое историческое значение для православных христиан, ведь святые Фома и Кирилл оставили свой след в истории церкви и стали примером преданности вере и служению. Святитель Фома был патриархом Константинополя в IX веке и был одним из выдающихся деятелей церковной жизни своего времени. Его правление оказало значительное влияние на развитие православия и укрепление духовной жизни в Константинополе и других областях Византии. Святитель Фома прославился своей мудростью, смирением и участием в защите истинной веры. Епископ Кирилл Катанский также прославился своим служением и своими действиями. Он был известен своей милосердной деятельностью и заботой о бедных и нуждающихся. Его пример внушает нам стремиться к добру и помощи ближнему. Как мы уже сказали ранее, в этот день православные христиане вспоминают святителя Фому и епископа Кирилла, принося им молитвы и благодарность за их святое служение Богу и Церкви. Многие верующие в этот день, 3 апреля, приходят в церковь, чтобы принять участие в богослужении и возложить свои молитвы к святым. 3 апреля также является днем для размышлений и вдохновения. Мы можем обратиться к примеру святителя Фомы и епископа Кирилла, чтобы взять с них пример и исследовать их духовным учением, потому что их жизнь напоминает нам о важности посвящения себя служению Богу, ближнему, о смирении, любви и сострадании. Вспоминая святителя Фому и епископа Кирилла, мы понимаем, что они святые и благодатно оказывают воздействие на мир и на нас. Их жизни и их подвиги напоминают нам о вечных ценностях веры, надежде и любви, которая является основой христианской жизни. В этот день мы также можем задуматься о своих собственных поступках и решениях, о том, как мы можем подражать святителю Фоме и епископу Кириллу в нашей повседневной жизни. Пусть их святая молитва будет с нами и вдохновляет нас к добродетельным делам и служению других. Также обращаем ваше внимание, что у нас проходит 3-я седмица Великого Поста, которая у нас началась с 1 апреля по 6 апреля и завершится 7 апреля крестопоклонной неделей. Как вы знаете, в эту неделю нужно придерживаться некоторых запретов и ограничений. В этот период постарайтесь исключить из своего рациона мясные изделия и морепродукты. Если мы говорим конкретно о 3 апреля, то сегодня сухоедение, потребление невареной пищи растительного происхождения – это хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед. Но вы должны понимать, что к такому вот посту нужно быть готовыми. Если вы еще раньше ничего не делали и сейчас резко решили, то знаете, для вашего организма и для вашего тела это будет большой стресс.
Ну а 3 апреля в народе этот день был известен как Фомин день, Кирилла Катаника или День Переплута и Водяного. Этот день имел свои особенности и традиции, которые сформировались в народе на протяжении многих лет. Интересно, что именно 3 апреля на Руси считался последним днем, когда молодежь могла наслаждаться зимними развлечениями, такими как катание на санках, игры в снежки. С приходом весны зимние забавы заканчивались, и люди начинали уже готовиться к новому сезону. Однако, помимо радости от приближения весны, 3 апреля считался довольно опасным временем с точки зрения здоровья. Согласно народным поверьям, в этот день риск заразиться опасными болезнями был особенно высок. Поэтому соблюдение различных народных примет и обрядов становилось особенно важным. Люди стремились защищать себя от болезней и несчастий, следуя старым обычаям и рекомендациям. Среди народных примет, связанных с этим днем, были и такие, которые предсказывали судьбу и успех. Например, говорили, что если 3 апреля принести себе удачу, то весь год будет благополучным и счастливым. Поэтому люди старались быть особенно внимательными к своим действиям и выбирать правильные решения. Важным аспектом было также соблюдение гигиенических мер и предосторожностей, чтобы избежать заболеваний. Люди избегали больших скоплений и старались не нарушать традиционные ритуалы, связанные с этим днем, ведь соблюдение обычаям и вера в их силу могла стать настоящим спасением от бед и от болезней. На Руси в этот день, 3 апреля, было принято затевать генеральную уборку в доме. Считалось, что если хорошенько прибраться и вымести весь ссор, то можно избавиться даже от самых серьезных болезней и привлечь в дом чистую энергию. И такая уборка не только приносила чистоту и порядок, но и способствовала созданию гармоничной атмосферы в доме. Хорошей народной приметой считалось собрать родных и близких за одним большим столом и обсудить все наболевшее. Это было прекрасным способом укрепить семейные отношения, поделиться новостями, какими-то своими переживаниями, а также просто провести время, например, в какой-то приятной обстановке. Общение за столом помогало спустить пар и поднять настроение друг другу за нескучной беседой. Наши предки верили, что сны в этот день могут предсказать ближайшее будущее. Поэтому, если вы увидели во сне что-то хорошее, это могло быть признаком к богатству и процветанию. А если причудились кошмары, стоило задуматься о своем поведении наяву. Толкование сновидений было одним из способов получить подсказку от высших сил и о том, как же действовать в будущем. Несмотря на поверья и опасности этого дня, прогулка на свежем воздухе всегда была полезной и приятной занятостью. Встреча с природой и побыть на воздухе помогала очистить ум и зарядиться энергией на предстоящие дела. Однако важно было помнить и о мерах предосторожности и соблюдать все народные приметы. Кроме того, 3 апреля, согласно народным представлениям, на свет выходят лихорадки, которые по сей день мучают людей. Этот день считался временем, когда нечистая сила может проникнуть в тело и вызвать какую-то болезнь. Ну а чтобы избавиться от лихорадки, крестьяне обращались за помощью к различным обрядам и традициям, связанным с народной медициной и магией. Одним из наиболее распространенных средств от лихорадки считались угольки и печная зола. Считалось, что они обладают очистительной силой, способной поглотить жар и свет огня. Человеку, который страдал от лихорадки, рекомендовалось собирать теплую золу и маленькие угольки, заворачивать их в материю и прикладывать к телу, например, к груди или к ногам. Верили, что лихорадка, обретая облик нечистого духа, не выдержит огненного шара и покинет тело больного. Знахари также применяли различные обряды для излечения от лихорадки. Один из таких обрядов включал срезание у больного пучка волос на затылке, лбу и висках, а также стрижку ногтей на руках и ногах. Затем все это помещалось в тряпочку, завязывалось в узел и несли на перекресток. Считалось, что, выходя из дома задом наперед, можно запутать лихорадку. На перекрестке произносили определенные магические слова на выздоровление.
Ну а чтобы задобрить лихорадку, крестьяне прибегали к особым обрядам. Они пекли 12 пирожков и несли их на перекресток или в лес, место, где по преданию обитала нечистая сила. Там они оставляли пирожки и говорили специальные слова. Число 12 было не случайным, поскольку у Кумохи, сестры лихорадки, было ровно столько же сестер. Иногда люди пытались обмануть лихорадку. Они прятались в подполье, надевали одежду задом наперед и прибегали к другим хитростям, чтобы укрыться от болезни. В период эпидемии крестьяне даже писали на дверях своих домов «Никого нет дома» в надежде избежать заражения. Кроме того, 3 апреля у славян отмечался еще День Переплута. Это царя водяных, бога моря и мореходства. Этот праздник обладал множеством обычаев и представлений, являлся важной частью народной культуры и верований наших предков. Согласно представлениям славян, водяной или переплут летом бодрствует и активен, а зимой спит подо льдом водоемов. С наступлением весны, когда природа начинает просыпаться от зимнего сна и водоемы освобождаются ото льда, водяной также пробуждается. В этот период, считалось, он особенно злой и голодный. По легендам, водяной мог проявлять свою злобу, ломая на мелкие льдины, чтобы помешать рыбакам ловить рыбу подальше от берега. Также говорили, что он мог мешать рыбакам и на воде, загоняя рыбу в разные стороны и мучая мелкую рыбешку. Для того, чтобы задобрить водяного и обеспечить себе благополучную рыбалку, ночью на берегу водоемов ему приносили требы. Это мог быть мед, черный хлеб, масло, свинина и даже деньги. По преданию, такие подношения могли успокоить водяного и сделать его менее злобным, что в свою очередь благоприятно сказывалось на улове рыбы. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 3 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Согласно народным поверьям, в этот день лучше не готовить пирожки с картошкой и борщ. Эти блюда, считалось, могли привлечь в дом горе и смерть. Такие блюда часто подавали на поминальные обеды, поэтому и их приготовление в этот день рассматривалось как неуважение к усопшим. Еще одна народная примета была связана с стиркой постельного белья. Верили, что День Фомы – это также праздник водяного, хозяина водоемов. Пробуждаясь после зимнего сна, водяной мог наслать болезни и неприятности на тех, кто нарушит покой водных просторов. Поэтому в этот день лучше не менять постельное белье, чтобы не раздражать духа водяного и избежать возможных неприятностей. Также, согласно народным поверьям, полив комнатных цветов в этот день мог принести несчастье. Цветы начнут забирать у хозяев дома счастье и богатство. Кроме того, считается, что между членами семьи могут возникнуть ссоры, конфликты из-за, казалось бы, вот такого вот банального действия. Еще одна народная примета касалась количества женщин за обеденным столом в этот день. По народным поверьям, если за одним столом соберутся 3 женщины одновременно, это может привести к большой ссоре или конфликту. Ну а чтобы избежать негативных последствий, желательно, чтобы женщины либо ели поодиночке, либо собирались с другими гостями. Согласно народным поверьям, если случайно надеть одежду с швами наружу, это может привести к драке или конфликту. В таком случае рекомендуется немедленно снять одежду и потоптать ее на полу. Это действие считается защитным и поможет избежать негативных последствий. Также стоит избегать ношения специально сшитой одежды с наружными швами в этот день, чтобы не привлечь неприятности. Кроме того, в этот день не рекомендуется допускать кошку к сну с ребенком, так как считается, что это может привести к потере сил и энергии у ребенка. Хотя кошки часто воспринимаются как домашние питомцы, в этот день, все-таки 3 апреля, лучше не рисковать и дать ребенку спать без животного в постели. Также сегодня не стоило ругаться, спорить, сквернословить, потому что ни к чему хорошему это просто-навсего не приведет. Помните об этом. Люди, родившиеся 3 апреля, обладают рядом характеристик, которые помогут им в жизни. И обычно люди, которые родились 3 апреля, обладают сильным стремлением к достижению своих целей. Они могут быть настойчивыми и упорными в деле, которое имеет для них особое значение.
Кроме того, люди, рожденные 3 апреля, могут быть склонны к анализу информации и ситуации. Они стремятся понять мир вокруг себя и часто задаются вопросами о причинах и следствиях. А также они обладают отличными коммуникативными навыками и легко находят общий язык с разными людьми. Это делает их привлекательными в обществе и хорошими в общении. Кроме того, у них развито творческое мышление и способности к выражению себя через различное искусство. А также они могут обладать воображением хорошим и умеют вдохновляться. Помните об этом. Вот такой, друзья, у нас с вами день 3 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую фразу. Сегодня я, ваше полное имя, привлекаю в свою жизнь радость, успех и благополучие. Моя жизнь наполняется светом и полна благословений. Истинно да будет так. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам, друзья, мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.